Это еще кто-то. Ой, какой он худой, вы посмотрите на него. Эй, Авди, да идите сюда, ты, ё-моё, не стой там. Какой худой. What the fuck? Охренеть! Ты мне, деревце, сейчас поможешь. Бляха! Что за нахрен? Что произошло? Пу-пу-пу. Фараоны, зыбучие пески, скоробеи, египтяне и... Джодах? Какого черта? Я знаю то, что это не может быть фараоном. Это Джодах. Сейчас расскажу поподробнее. Надеюсь, я не сошел с ума. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием 13 огней, в котором мы заручились вопросами и даже построили... вот это. Признаюсь честно, я ума не приложу, надо ли было вообще создавать здесь какое-то подобие дома. Ведь, напоминаю, оказался я здесь из-за какого-то Буриса. Мне было бы проще называть его Борисом. Короче, если говорить обобщенно, то мы в Египте. Египтом правит некий бог-фараон. Как минимум, если верить тем, кто поклоняется подобным статуям. А еще в Египте есть какой-то главный город с тяжелым названием Нарфанис. Вот, собственно, и все. Это была общая информация. А локальная информация куда проще. Я появился, меня избили, меня ограбили, меня закинули сюда, и все, я выживаю. Ладно, если серьезно, то мы пытались понять геймплейную механику данной сборки и даже узнали про скоробеев. Они бывают лазотеповыми, ауритеховыми, золотыми и железными. Самые простые — это золотые и серебряные. За серебряные мы можем прокачивать вот эти навыки. Честно говоря, я пока что в них не разобрался, но я, например, прокачал скорость добычи киркой плюс 15%. Прикольно. Золотые скоробеи используются для прокачки добычи. Это у нас лопата, кирка, топор. Для прокачки ремесла это у нас просто крафты. А также для прокачки боя, чтобы наносить больше урона и получать меньше урона. Ауритеховые мне понравились больше всего, потому что они используются в улучшении организма. И вот что я хочу прокачать. Мантра выносливости. Увеличивает общий запас выносливости игрока. Это еще одна новая механика, которая расположена здесь. И эта выносливость используется буквально на всем. Я бегаю, она тратится. Я добываю блоки, она тратится. Я бью какого-то моба, и не поверите, она тоже тратится. Поэтому да, ауритеховые скоробеи пригодятся. И самые богоподобные, самые крутые лазотеповые скоробеи. Они прокачивают глобальные улучшения. Например, первое. Жар фараона. Автоматически плавит предметы в левой руке. Это просто имба. Но до них надо идти и идти. За абсолютно любые действия, которые я делаю в Майнкрафте, будь то бегание, убивание, ломание, я получаю опыт. И вот, например, мне показывает, что ауритеховый и железный скоробей будут через 63 опыта. Так, вот вопрос. Если я реально буду просто бегать, у меня было 63 и стало 61. Прикольно. То есть, в отличие от предыдущей сборки, я за бег могу прокачивать все, а не только бег. Разработчики постарались, хороший баланс, мне нравится. Короче, уже в начале сезона я выделил как минимум два аспекта, которые по-любому мне пригодятся. Первое, надо много золотых скоробеев. Без них прокачка просто не пойдет, и я не смогу ничего использовать. И второе, мне нужна маломальская хоть какая-то кирка. Деревянная не считается, потому что она автоматически говно. А для каменной требуется минимальный уровень добычи 10 левела. Ну вот, о чем я и говорю. Мне нужны гребаные золотые скоробеи. И золотого скоробея я получу одновременно с железным. Кстати, у меня уже два железных и один ауритеховый. Пойдет. Сейчас мы обязательно это все прокачаем и... Стоп, а с каких пор здесь корабль? Не понял? А в начале серии он тоже был? Бляха-муху. Мутная река. Это же корабль Буриса, да? Ничего не понимаю, подожди, но его не было. Так, это немного странно, потому что у меня реально сейчас диссонанс. Я не понимаю, типа, если здесь есть корабль, то где Бурис? И стоял ли этот корабль до этого? Ладно. Желательно как можно быстрее понять правила этого мира. И выяснить, почему статуя фараона так сильно похожа на Джодаха. Кстати, если кто-то не знает, кто такой Джодах, то это персонаж. Можно называть его как бог, можно называть его как ангел смерти. Но вы можете называть
назвать его как персонаж, который появлялся в сезоне «Игра Бога», «Идеальный мир», «Голос времени», и такое ощущение, что даже здесь, ну ты ё-моё, ну посмотри, это ж прям вылитый он. Даже юбочка, вот эта вот юбочка его, она точно такая же, только золотистая. Так, окей, давайте прокачаемся. Серебряные скоробеи, у меня 2 штуки, и напоминаю, я иду до вот этой книги. Зачарователь. Плюс 30% снижение требования к уровню для зачарования. То есть я могу копить меньше опыта и больше зачаровываться. Поэтому прокачиваем шанс найти самоцвет в руде и... Так, развилка. Броня создаваемых щитов, плюс 1. Да, наверное, нет. Также продолжу качать шанс найти самоцвет в руде, плюс 1%. Я, конечно, не знаю, что это там за самоцветы такие, но у меня уже 3% шанса. Далее, ауритеховый мы потратим на улучшение организма. Мантра выносливости. Еще больше выносливости, yes! 2-й уровень. Так, ну и золотого скоробея вкинем в добычу, все как обычно. Бам, спасибо. Да. Бурис? Бурис, ты ж только что там не было! О, вот тена, кого я вижу. Эй, привет, Лолошка. Да уж, не думал я, что мы с тобой так скоро встретимся. Да вот только не да поболтать мне. Я только что спас еще одного парня из Нарфаниса. Этот фараон Хара такими темпами всех из города распугает. Знаешь, я тут подумал на самом деле. Я ж тебя тут одного бросил, да? Непонятно где, и тебе наверняка очень сложно самому-то справляться, верно? Может быть, если вы вместе жить будете, то вам проще вдвоем будет и все такое, а? Ха, мне кажется, хорошее место, хорошая идея. Лолошка, я понимаю, что тебе, наверное, такое может не понравиться, поэтому сначала уточняю. Ты не будешь против? Так, стоп, погоди. Ты сейчас говоришь что кого-то так же, как и меня, спас из Нарфаниса, и предлагаешь, чтобы этот кто-то жил со мной? На самом деле звучит прикольно, правда, я бы хотел узнать, кто это? Бурис, знаешь, это отличная идея. Лишние руки никогда не помешают. Нет, Бурис, знаешь, я все же предпочту все делать один. Не, этот вариант мы точно не выберем. Да, Бурис, пусть остается. Эта земля все-таки ничейная, но мамочкой я ему не буду. Так, ну грубить я, наверное, не хочу ни какому-то там незнакомцу, ни Бурису. Все-таки он меня спас, да? Поэтому, да, это хорошая идея. Ну, вот ведь парень, а? Молодец, отлично. Так, тогда я сейчас подгоню сюда корабль. Далеко не уходи. Сейчас буду. Подгонишь корабль? В каком плане? Эй! Бури! А! Бурис, корабль! Но он же здесь! Или он про какой-то другой корабль? Или имеется в виду то, что он уплывет и потом заново приедет? Я ничего не понял. В любом случае, я согласился на какую-то авантюру пожить вместе с другим. Что? Это так странно звучит, серьезно. Я еще ни в одном сезоне ни с кем не жил. И я сейчас так призадумался. Вот этот дом, он говно. Надо подготовиться. Да уж, ощущение, что стало лучше, честно говоря, не появилось. Я все еще создал какое-то говно. Но благо то, что они еще... Стоп! Они появились? Это еще кто-то... Ой, какой он худой, вы посмотрите на него. Эй, Абди, да иди сюда, да ё-моё, не стой там. Какой худой. Абди. Да, привет. Ну... Да, ё-моё, ну, Абди! Что такое? Да. Чё ж ты такой стеснительный-то, а? Никто тебя здесь уже не обидит, поверь мне. Да, Лолошка? Кстати, знакомься, это Абди. Абди, это Лолошка. Твой новый... друг. Да, здравствуйте. О, бля. Слушай, Лолошка, ему... Я думаю, ты понимаешь, ему не сладко пришлось в Наре. Но он с тобой освоится постепенно. Я верю в это. Черт. Куда катится этот Нара? Так, ладно, я не буду вас смущать. Вы тут знакомьтесь, обустраивайтесь. Если еще какого-нибудь найденыша спасут, то, видимо, знаю, к кому обращаться. Да, Лолошка? Кстати, я тут часто проплываю, и поэтому, если что-то тебе нужно будет, ты скажи, окей? Ладно, если что, обращусь. Я ведь обращусь. Блин, мне оставили О, господи. Все, он уплывает, видимо, да? Какие сочные звуки. Здравствуйте. Меня зовут Абди.
Я готов делать все, что от меня потребуется. Совершенно неприхотлив. Могу хоть на земле спать. Да, могу на земле спать. Подложу под голову камень. Как я могу вам помочь? Оу, успокойся, парень, Абди. Кстати, если что, то Абди переводится как раб. Раб божий. Говорящее у него имечко на самом деле. Абди, я сам тут только вчера оказался, так что не надо мне помогать, займи себя сам как-нибудь. Мы должны позаботиться о том, чтобы не сдохнуть от голода. Есть идеи? Хорошо звучит. Абди, нам нужно обустроить надежное убежище. Я думаю, из камня. Ты сможешь добыть? Так, давайте не камень, давайте вот еда. То есть я хочу действительно с ним как-то сдружиться. И такое ощущение, что спрашивая, есть идеи, я как бы с ним связь налаживаю. Поэтому, да, давайте о еде. Еда? Еда? Я справлюсь с этой задачей, да. Все, что найду, буду складывать вот в этот сарай. Хорошо? Вот прямо сюда. Я пойду, пожалуй. О, жесть, какой он худой. У него прям позвоночник торчит. Бедняга. Где тебя держали, а? Ничего, со мной ты поправишься, чел. Я тебя раскормлю. Все, моя цель создать свиную ферму, коровью ферму. Короче, все фермы животных и давать это Абди. Я буду кормить его. Я буду делать его толстым. Это моя новая цель. Не, на самом деле это очень прикольно. Я уже, несмотря на то, что не знаю этого Абди, примерно понимая его бэкграунд, немного... Блин, сочувствую ему. То есть вы понимаете, что человек родился и стал рабом? Вообще, не по своей воле. Кто по своей воле станет рабом, да? Стоп, где он? Подожди, ты реально относишь? Что? Где? Так, пусто. Куда ты относишь? Или он типа просто так относит, но взять я это не могу. Давайте проследим, что он делает. То есть он траву... Реально траву собирает. Я просто хочу понять, он возьмет что-то в руки или нет в итоге. Не, серьезно? Просто что-то несет. Ну ладно. Начинаются новые выживания, совместные, как вы давно просили. Абди и Лололошка. Поехали. Вернемся к скоробеям, так как эта тема сейчас очень важна. Напоминаю то, что нам нужно найти способ, как очень быстро прокачиваться. И вот сейчас у меня, например, здесь 255. Давайте попробуем добыть пшеницу. Снова проверить и... 255? Что? Подожди, пшеница ничего не дает? Вы издеваетесь? Не, дает. 2 пшеницы это 1. А если я левой кнопкой мыши попробую сломать? Вот так совсем другое дело. 228. Я думаю, то, что это на самом деле баг, и это неправильно, то, что я не засчитываю себе добычу пшеницы правой кнопкой мыши, поэтому я обязательно попрошу это зафиксить. Тем не менее, уже с самого начала этой серии у меня была тема, которая очень нам поможет, а именно страсть винодела. Страсть винодела — это полный комплект одежды винодела, а именно шляпа, фартук, поножи и ботинки. И от всего этого комплекта дается бонус. Костная мука не будет использоваться. То есть у меня будет бесконечная костная мука. Это же имба. Соломенная шляпа, кстати, тут другая используется. Понадобится красная шерсть и солома. Или пшеница, кстати. Идеально. Ботинки делаются из кролика и коричневой шерсти. Думаю, самое тяжелое здесь это поножи винодела, потому что золото я сейчас не могу добыть, ибо у меня нету железной кирки. То есть, получается, золото придется искать. Фартук делается, кстати, при помощи перчаток и красной шерсти. А перчатки только покупаются. То есть мне по-любому нужно найти какого-то винодела, а для этого нужна деревня, да? Тут у меня лес. Так, ладненько. Прорисовочку побольше, посмотрим, что у нас там. What the fuck? Охренеть! Подожди, что? Это деревня в воздухе? Эй, Абди, я прошу прощения, я на время отойду, окей? Так. Ивовый лес. Вау, если это реально деревня на небе, то я очень хочу туда забраться. Ну-ка. Так, и... Реально на небе! Черт возьми! А винодел у вас есть? Подожди, это что, изумруды, что ли? Или это какие-то самоцветы? Мне бы тогда какие-нибудь блоки, чтобы забраться. Да, вот только у меня нету блок... Господи, что это? Стрекоза-переросток! О боги! У меня ж компьютер от lightflightpk.ru. Прорисовочка 32 чанка. Пошел процесс, смотрим. Еще, может быть, какая-нибудь деревня, нет? Вижу пустыню, причем самое главное, обычную пустыню. Там у нас незыбучий песок. Так, а вот это что-то интересное, потому что здесь камень и замшелый булыжник. То есть, по всей видимости, это какой-то данж, да? Сейчас мы туда прокопаем. Так, впереди у нас... ничего интересного. Но на самом деле мне пока хватает такой деревни. Я туда обязательно заберусь, но перед этим, что это за данж? А ну-ка.
А ведь это и правда данж. Так, что тут у нас? Барабанья колбаса. Еще не пробовали, каково это на вкус. А, кстати, смотрите. Чем больше новой еды мы будем пробовать, тем больше у нас будет сердечек. Вот, у меня, например, яблоко съедено, помогло в добавлении сердец. Берем баранью колбасу, съедаем. И вот, да, блесточки даже появились. Но больше хп у меня от этого не стало, пока что. Что у нас дальше? Баранья колбаса, жареное мясо, хорошо, новая еда. Сыр, новая еда, сырая треска, репка. Офигеть, этот данж заполнен кучей еды. Из князи в грязи. Спасибо. Черный грибочек забираем. Булыжник забираем. А вот это уже непонятно, что такое. Самородок магической руды. Могу сделать камень магической руды, кусок или даже осколок. Эх. Точно! Я же играю на версии 1.19.2. У нас же есть смотритель в этой версии. Возвратный компас могу какой-то сделать. Эхо-ранг. О боже, как много всего. Руна Абитус. Я не знаю, что это такое, но, короче говоря, вещей здесь просто уйма. Самородок обязательно заберем. Да, спасибо, спасибо. А вот железную руду мы не забираем. Нужна каменная кирка. Эх, ладно. О, какая, черт возьми, здесь красота. Да. Хорошее местечко, но во всем этом хорошем местечке я выбираю небо. Я хочу дойти до этой деревни. Здорово, деревья. Ты мне, деревце, сейчас поможешь. А, бляха! Что за нахрен? А! Что происходит? А! Отстань, отстань, отстань! Отстань! Мамочки, помоги! Помогите! А, что это было? Так, все, спасен. Все, опасность миновала. Что это? Ты кто? Бамбуковый крипер? Чего? Так, я сори, ребят, я что-то прям вообще это обосрался. Так вот, прямо сейчас кушаем как раз новую еду. Бамбуковый крипер вроде трогать-то меня не будет. И мы прямо сейчас с помощью дерева, которое перерабатываем на доски, создаем из этого верстак, делаем очень-очень много палок, потому что мы будем делать реальную лестницу. А! Да что такое? Ты павший рыцарь хаоса. Почему у вас такие звуки-то страшные? Что это он накинул? Что? Метка проклятого. Зашибись. Я даже не знаю, что это такое. Знаете, я изначально подумал, что эти джунгли не полны опасностей. Здесь все будет четенько, мирненько, путевенько. А в итоге оказалась почти путевка в гроб. Так, ладно, тут вроде бы никого нет. Еще создаем раз верстак. Кушаем каждый раз новую еду. Какой уникальный вкус. Поздравляем. Вы получили 2 дополнительных сердечка. Шикарно. Вот, я как раз и хотел сказать то, что кушаем новую еду, чтобы у меня было больше сердец, и в будущем меня не убивали. Так, я репку еще не ел. Репку кушаем. Хорошо. Выкладываем лестницу, и, надеюсь, 1,5 стака мне хватит. Да вроде бы должно. Тут ведь самое главное, что нужны доски, дабы забраться наверх. Опа! Там, оказывается, какой-то данж есть. Окей, запомнили. Какой вид-то, а? Но мне главное, чтобы досок хватило, потому что иначе все бесполезно. 5, 3, 1 и... Нет! Неужели... А, все, есть. Хорошо. Встречайте! К вам явился Лололошка. Из другого мира, кстати. Тут кто-нибудь есть? Кто-нибудь? О, кровати заберем, на всякий пожарный. У каждого тут своя ферма. Морковку заберем, по-любому пригодится. Но все-таки есть маленькая проблема. Походу нету ни одного жителя. О, лава. Стол кузнеца, хорошо. Здесь явно есть крутые предметы. И тут есть даже изумрудная руда, то есть это все-таки реально изумруды. Но мне нужны жители. Вот. Вперед, жители! Кто-нибудь? Ну неужели это правда заброшенный рай? Ну как так-то, а? О, мороженое с печеньем. Ну, может быть, и не такой заброшенный рай. Мороженка-то осталось. Так. О, нифига. Золото! Да, спасибо за достижение. Золото, ребята! Я могу создать сет винодела. Тот самый. Мне ж понадобится вот эта золотая пряжка. Это хорошая деревня, даже несмотря на то, что здесь никого нет. Так, уголь забираем на будущее. Сырой лосось я забирать не буду, я его просто съем, чтобы это была новая еда. И все. В целом, я, наверное, из этой деревни немного шерсти заберу, чтобы себе пол сделать красивый. Эх, ну вот бы тут еще железо было. О, клубничка. Стоило только попросить, спасибо. Да, и за ачивку тоже спасибо. Короче, возможно, я не полностью обошел эту деревню, но я в любом случае создам вейпоинт. И после этого как-то очень аккуратненько спущусь. О,
Это вода, да? О, а это железные поножи. Хорошо. Итак, вода, спасай меня! Ой! Ладно, вода, я на тебя не злюсь. Возможно, я сам виноват, но могла бы подвинуться чуть поближе. Знаете, постепенно я все-таки понимаю, что не хочу находиться в воздухе. Мне как-то поприятнее здесь, на земле. О, папа! А вот это вдвойне приятнее. Заброшенный портал многое может дать. Ой, так... Вау, как круто отражается! Ну, может быть, не всегда круто, но круто! Чё в сундуке? Так, еще немножко железа. Золотая кирка с удачей. О, я могу ее использовать! Хорош, хорош, ладно, заберем. Золотой нож на починку и удачу 2. Удача это не добыча, поэтому в какой-то степени это бесполезно. Ну, зато ачивку дали. И на самом деле надо запомнить то, что здесь портал в ад. То есть чисто теоретически я могу его, наверное, даже достроить. Раз, два... 3, 4. Я могу его прямо сейчас достроить. Я могу в ад пойти прям с этой серии. Да ладно. А ну-ка, плачущий обсидиан, подвинься. И... молодец. Фух, я устал, честно говоря. Итак, ставим обсидиан. Нет, мне не хватит. Я только сейчас это понял. Стой, стой, еще раз. Раз, два, три. Жопу подотри. Потом раз, два. И трис. Да, хватило. Охрененно. Ща мы как бахнемся железный слиток. Стоп, где железо? Я его потерял. Нет! Нет, 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 оно не могло пропасть! Пожалуйста! Только не говорите, что оно пропало! Да, представляете, я бы искал все это место смерти и ни куска железа. Какой же я имбецил. Почему я все подобрал, но не посмотрел инвентарь? Ну как так-то, а? Ладно, без паники, у меня были кусочки железа, то есть мне хватит на одну долбаную зажигалку. И... та-да! Сейчас. Та-да! Ох ты ж, ё-моё. А куда такой красивый и нарядный собрался? Мне интересно, а в аду как все это будет выглядеть? Так. О, тихо. Господи, где? Тихо. Мне кажется, или я появился в мире, где этот смотритель. Ребята, я появился в биоме, где смотритель. Ема, что это за ад? Это чё такое? Что за моды тут понапихали? А! Ты кто? Визгун. Ты же не визжишь, надеюсь, да, на самом деле? Да ну нахрен, до свидания. Прикольно, вообще люблю ад, всей душой обожаю. Прикольный портал получился, но тем не менее давайте пока что просто сделаем вот такой вейпоинт. Да, далее телепортируемся к деревне. И снова здравствуйте, опасные джунгли. Ну что, кто в этот раз меня попытается съесть? Что это? Это же... Я думал, это арбуз. Или это арбуз? Это арбуз. Я вообще хочу этот данж зачистить, но теперь, когда я вижу это... это светлячок. Ну, слово светлячок звучит как по-доброму. И да, меня никто не трогает. Привет, Крипер. Свет мой данжик, ты скажи, да всю правду доложи. Что за ресы? Что за лут ты скрываешь тут вокруг? Ага, ловушка, помню. Ловушку мы обезвреживаем сюда. Отлично. Так, и я помню то, что где-то должен быть... Ай, бляха, тихо. Что происходит? Почему это... я хожу сам по себе. Я подскользнулся на банане. Я реально испугался. Скольжение. Грёбаный банан. Панику навел, панику. Банана-стрела, прикольно, я это возьму на самом деле. И здесь у нас древний дротик. Золотой слиток возьму тоже, бамбуковые шипы заберем. И опять же напоминаю, тут есть загадка, которая решается с помощью рычагов. Я в целом могу ее решить, вот так, по-моему. Да, и, по-моему, теперь сюда. А может быть и нет, ну какая разница, тут где-то должен быть сундук. О, поршень, халява. А вот и сундучела. Конечно же, с говном. Ну, куда без этого. В общем, эй, Абди, я вернулся. Я еды тебе принес. Очень много еды, хорошей. Ты, главное, покажись. Вот он, собирает что-то, как обычно. Классика, вот, возьми. Может быть, ему реально надо дать еды, нет? Но нет. Что-нибудь скажешь? Я немного стеснительный при незнакомцах. То есть, короче, он всегда говорит какую-то фразу через время. Сейчас вот, если я нажимаю, ничего не происходит. И что-то мне подсказывает, что... Мне дадут еще 2 сердца, спасибо. Так вот, что-то мне подсказывает, что сюжет продолжится, когда я несколько раз по нему нажму. Давайте попробуем, мало ли. Так, что-то кладет, ну-ка. Знаете, Давай. На самом деле, я обычный и нисколечко не заикаюсь, вот. Да верю, я верю.
Напуганный бедняга. Сколько ты носишь эти трусы уже, а? Давайте новые сошью. Честно говоря, я бы хотел, чтобы Абди помогал мне с едой. То есть, просто изначально, когда он сказал про еду, и когда я нажал про еду, я думал, что он будет собирать эту еду. А тут получается, что, ну, как бы он что-то вроде собирает, да, но по факту ничего. А мы тем временем продолжаем добывать дерево. Пригодится. И при помощи этого дерева мы доделываем пол. Слушайте, мне нравится. Бирюзовая шерсть — это такая, знаете, отдельная спаленка. В спальне не должно стоять печки и верстака. Что это за бред, а? В спальне должны стоять 2 печки и ни одного верстака. Вот так вот, а. Все. И я еще, наверное, даже огорожу эту территорию. Вот так вот. Не-не, стоп. Вот так вот и вот так вот. Во. Слушай, а мне правда нравится. То есть вот я клянусь, пока что это мое лучшее творение в плане спальни. Я бы, конечно, печки так и быть убрал. Да, потому что это несерьезно, но пока что мне нечего сюда поставить. В будущем это будут, книжные полки, допустим. Эй, Абди, что делаешь? Цветочек собираешь, да? Что-нибудь скажешь? Да, знаете, я правда через многое прошел, но я не хочу, чтобы тяжесть моей ноши легла на ваши плечи. Простите. Ладно, прощаю. Теперь у меня есть полноценный нормальный дом. Ну, как нормальный, полноценный. Ну, как полноценный дом. Постепенно развиваемся, постепенно начинаем понимать, кто здесь, что здесь, какие устои в этом мире. Но мы так и не поняли, почему Джодах это фараон. Да, ребят, я все еще верю, что это Джодах, потому что у него скин 1 в 1. Постепенно подружимся с Абди, надеюсь. А на этом постепенно буду заканчивать. Реально, надеюсь, что вам понравилась эта серия. Надеюсь, что вам нравится, как постепенно развивается этот сезон. Да, пока что очень непонятно, но для меня очень интересно. Мне правда нравится. Надеюсь, у вас такие же мысли. Он ходит, что-то там собирает, смотри-ка. Мою пшеницу только не трогай. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, потому что, как говорится, дальше больше. Сюжеты улучшаются, механики апгрейдятся. Ну а вы, надеюсь, просто не будете забывать нажимать на лайк. Спасибо. Подписывайтесь, зовите друзей. А с вами были Лолошка и Абди. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.